тот раз я встретил его и даже представить себе не мог, что он станет президентом. Я бы лопнул от смеха. Это казалось невозможным. И знаете, что он делал со своими курами? Он кричал «Ко-ко-ко-ко!». Либо он глуп, либо дезинформирован. То, как он говорил о президенте Зеленском, это невыносимо, это неправда. Но это не важно, потому что правды больше нет. Трамп считает, что правда не имеет значения. Как ему удалось так много лгать? Это настоящий скандал. И, похоже, никто этого не понимает. Макрон сказал Путину в лицо: «Я закрою их, я распоряжусь сделать это». Он понял, что Путин просто читает истерические лекции о великой России. Стало очевидно, что этот парень сумасшедший, преступник и сумасшедший. Путин добавил свой собственный след в общую историю ужасов. Все черты и характеристики исторического фашизма воплощены в Путине. Война пришла к вам, вы ее не представляли. И украинский президент не мог представить себе 24 февраля. Это немыслимо в современном мире. Прошу прощения, но он напоминал мне Черчилля, идущего по улицам Лондона без головного убора. Если эта война будет проиграна, если Запад заставит Украину капитулировать, я думаю, это будет историческим поражением для Запада, от которого он никогда не оправится. Эта война – безумие и с точки зрения интересов самой России. Конечно, России придется просить прощения. Ее нужно денацифицировать. Все диктаторы мира будут иметь открытый бар. Они скажут: «Но если Путину удалось удержать Крым, то мы возьмем Тайвань». Трамп скажет, что возьмет Канаду. Путин должен быть полностью побежден. Кого волнует Конституция Путина? Мы не убедим Путина. Это ясно. Но мы можем победить его. Это плохой вариант. Это было бы плохое прекращение огня. Зачем Франции идти и следить за этим миром? Нет. Чего так боялся Запад? Почему Запад до сих пор давал Украине достаточно оружия, чтобы не рухнуть, но недостаточно, чтобы победить? Это будет великой загадкой следующих нескольких лет. Бернар Анри Леви родился 5 ноября 1948 года в городе Бени-Саф в Алжире. Выдающийся французский философ, писатель, журналист, кинорежиссер, кинопродюсер и политический деятель. Один из ближайших друзей президента Франции Макрона, большой друг Украины. Побывал во множестве горячих точек, в том числе на фронтах российско-украинской войны. Женат, имеет сына и дочь. Мсье Леви, добрый вечер. Я хочу представить вас нашей многомиллионной зрительской аудитории. Я хочу сказать, что вы выдающийся французский философ, писатель, кинорежиссер, документалист, политический журналист, который много освещал конфликты в горячих точках. Вы военный корреспондент. Я не сомневаюсь, что вы очень много видели в жизни. Страшного, того, чего не видят другие. Каким вам представляется эта жуткая война в Украине, которую развязала Россия, которая длится, большая война, уже 3 года? Во-первых, это одно из самых больших злодеяний, которые я видел в своей жизни. Это первое. Во-вторых, как говорит Жан-Люк, как я говорю в фильме, который я показывал вчера на фестивале документального кино, Путин добавил свой собственный след в общую историю ужасов. И этот след, вероятно, заключается в систематических пытках детей, депортации детей, промывании мозгов детей, доведении их до безумия. Это уникальная особенность. И еще геополитическое значение этой войны. Это крупнейшая война на планете. Это война, в которой на карту поставлена не только государственная независимость Украины, что само по себе очень важно, но и будущее Европы, будущее Запада.
Вот что поставлено на карту, и вот в чем будущее завтрашней борьбы с фашизмом. Если эта война будет проиграна, если Запад заставит Украину капитулировать, я думаю, это будет историческим поражением для Запада, от которого он никогда не оправится. О вас говорят, что вы шепчете на ухо президентам, и вы лично общались практически с каждым французским президентом за последние 30 лет. Ваши статьи публикуют самые влиятельные мировые издания. Вы один из самых близких друзей президента Франции Эммануэля Макрона. Скажите, пожалуйста, фигура Макрона, его путь, его личность, масштаб его личности, его амбиции, кем быть в Европе и в мире. Вот что бы вы могли об этом сказать? Две вещи, мой дорогой Гордон. Во-первых, я считаю, что это право и обязанность гражданина демократической страны, по возможности говорить президенту на ухо. Это не только мое мнение. Мы все должны высказываться в адрес президентов, всех граждан и всех интеллектуалов. Особенно во Франции, где существует традиция интеллектуала, который говорит громко, вмешивается в дела, которые, казалось бы, его не касаются, и пытается сказать то, что кажется ему правильным и верным. Так что это правда, что в моей стране, да и в других странах, возможно, не так много людей, пользующихся этим правом. А жаль, я делаю то, что должно быть обыденным. Президент, как говорит президент Зеленский, президент — это слуга народа. Так говорил слуга народа и президент Французской Республики. Он слуга народа. Поэтому иногда я разговариваю с другими людьми именно как гражданин. И действительно, как вы сказали, уже 30 лет. Это правда. И это даже не дружба, между прочим. Дружба — это совсем другое. Я могу дружить с таким-то и таким-то. Но это не дружба, это демократическое право. Во-первых, что я думаю о президенте Макроне по вопросу Украины? Я думаю прежде всего, что он западный лидер, который быстрее и вернее всех понял, что здесь поставлено на карту. Он понял, что это не обычная война, что это не просто война за территорию. Он понял, что это война за ценности. Он понял, что это война между демократией и тоталитаризмом. И еще он понял, и он сказал это очень скоро, что Путин — это империализм нашего времени. Что империализм сегодня имеет лицо Путина, Китая, Ирана, но в основном Путина. Поэтому мне кажется, что у Макрона это есть. Прежде всего, у президента Макрона хватит ума понять это. Я видел их вместе. Мне кажется, что между этими двумя людьми существуют отношения товарищества, и я всегда не решаюсь использовать это слово. Но здесь необходимо братство, братские отношения. Может быть, потому что они одного возраста. Может быть, потому что они оба новички в политике, я не знаю. Но я видел, как это происходит. Это не расчет, это не политика в традиционном смысле. Я считаю, что, как минимум со стороны президента Макрона, дружеские отношения с президентом Зеленским. Или, по крайней мере, отношения дружбы, уважения и глубокого почтения к нему. И идея о том, что президент Зеленский — это Уинстон Черчилль нашего времени. Это идея, которую многие из нас разделяют сегодня, идея, которую я выдвинул очень рано, 25 или 26 февраля 2022 года. Я знаю, что так считает и президент Макрон. Макрон считает, что черчиллевский дух, дух европейского сопротивления, сегодня воплощен в Зеленском. Вот и все.
Знаете, президент — это политик, но у него есть и сердце. У него есть сердце с собственными идеями и страстями. Макрон стремится к демократии. И сегодня он понимает и принимает борьбу, которую ведут украинский народ, украинская армия, украинский генеральный штаб и украинский президент. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. В декабре 2019 года я присутствовал на переговорах в нормандском формате в Париже, в Елисейском дворце, в формате Зеленский, Меркель, Макрон, Путин. И я наблюдал за Макроном. Мне он показался очень живым, человечным человеком. Какой он в жизни? Во-первых, он очень умен. Это не то, что можно встретить. Не каждый человек, не каждый политик рождается с этим. И не все западные лидеры таковы. Умный человек. Во-вторых, он очень хорошо информирован. Я видел президента Зеленского сегодня, за несколько часов до того, как пришел сюда. Он сказал мне одну вещь о президенте Макроне. И это не секрет. Я не думаю, что это секрет. Я могу вам это сказать. Он был впечатлен доскональным знанием президентом Макроном украинских военных реалий. Президент Зеленский только что сказал мне, что он знает, хотя никогда не был на линии фронта, города, горячие точки, каждое село в Бахмутской зоне или зоне Часов Яра. Как он почти в режиме реального времени знает, что такое-то и такое-то село в Покровском районе занято украинцами. Итак, если вы спросите меня, каковы черты его характера, вот, пожалуйста, две черты характера, важные и касающиеся Украины. Интеллигентный, необычайно хорошо информированный президент, который видит в политике и принципиальные вопросы, и мелочи. То есть принципы, конечно, и ценности, но также ценности, которые воплощаются в деталях, то есть в людях, в лицах, в городах, в территориях. Макрон, у него есть это качество, есть и недостатки. С другой стороны, в демократии не бывает провиденциальных людей. Люди — это люди, а не ангелы. Но в любом случае, что касается Украины, я должен сказать, что в сложном французском ландшафте, где есть очень сильная правая и левая пророссийская партия, которой управляет Кремль, заслуга президента Макрона в том, что он держит руль и придерживается курса. И когда срок его полномочий закончится, его наследие будет оценено. И я думаю, что ему воздадут должное за упорство в его поддержке Украины. Мне президент Макрон представляется еще немножко наивным человеком. Я помню, как перед Большой войной он пытался переубедить Путина. Он приезжал в Москву. Они сидели с Путиным за этим огромным 7-метровым столом, что выглядело, конечно, дикостью. Он звонил Путину перед войной, Большой войной. Он пытался его переубедить. Вот что вы знаете об этих беседах Макрона с Путиным?
Что он вам рассказывал, как он характеризовал Путина, и когда президент Макрон понял, что Путин его обманывает? Меня там не было. Я не адвокат президента Макрона. Но я все же хотел бы обратить внимание на одну деталь. Впервые Макрон увидел Путина еще до этого. Он принимал Путина в Париже, точнее, в Версале. Он говорил с ним с такой откровенностью и ясностью, которую я редко видел во время государственных визитов. Он говорил с ним о правах человека. Он говорил с ним о российской дезинформации. Он говорил о том, как он и Путин. Он был рядом, и это была совместная пресс-конференция. Как он, Путин, пытался дестабилизировать обстановку во французских городах. И в то время у Путина было два любимых детища во Франции. Одно называлось «Спутник», а другое «Russia Today». Это так называемая пресса. И Макрон сказал Путину в лицо: «Я закрою их, я распоряжусь их закрыть, потому что это не пресса, это органы пропаганды». И это была их первая встреча. И он их закрыл. Франция запретила «Спутник». Что же произошло дальше? В этом и заключается проблема демократии. Демократии не любят войну. Демократии всегда верят в это. Разум, объяснение, образование помогут нам избежать войны. Так было всегда. Так было до 1914 года. Так было во время гражданской войны в Испании. Демократы всегда верят, что диктаторов можно переубедить. Но во Франции есть знаменитый диалог между премьер-министром 1936 года Леоном Блюмом и великим интеллектуалом Даниэлем Галеви. И в этом диалоге Даниэль Галеви и Леон Блюм обсуждают следующее. Демократу почти невозможно думать о войне. Он ясно видел это в Украине. Война пришла к вам, вы ее не представляли. Были новости, была информация, но вы не представляли себе этого. И когда люди упрекают украинские политические власти в том, что они не видели, это чушь. Это и есть демократия. Демократия не представляет себе войны. Она не представляет. Израиль не представлял себе 7 октября. Он не мог этого представить. Даже если бы у него была информация, невозможно было представить себе варварство Хамаса. И вот мы воюем. И украинский президент не мог представить себе 24 февраля. Это немыслимо в современном мире. Полномасштабное вторжение в страну, признанную Организацией Объединенных Наций, просто немыслимо. Но в этом Макрон. Он также считал это немыслимым, даже когда это произошло. Поэтому он говорил. На самом деле он пытался убедить Путина. Возможно, он преувеличивал свою способность убеждать. Возможно, он думал, что сможет образумить Путина. И вот однажды он понял. Мне кажется, я знаю, когда он понял. К 3-му или 4-му или 5-му разговору, или в часовом диалоге было 58 минут для Путина и 2 минуты для него. Вот тогда он понял. Когда он увидел, что Путин использует диалоги для истерических лекций о Великой России, Евразии и так далее, он понял, что он не один такой. Тогда он понял, что ничего не поделаешь, что этот парень был сумасшедшим. Преступник и сумасшедший. И тогда он остановился. Он считает Путина сумасшедшим? Нет, это я так говорю, но... В политике есть форма разумного безумия. Безумие, которое прикрывается доводами разума. Я думаю, что в Путине есть доля безумия, потому что он не может выиграть эту войну. Он не выиграет ее. Я убежден в этом, он ее не выиграет. Или если он выиграет ее, если он когда-нибудь выиграет ее, он выиграет ее обескровленной, с разрушенной страной.
с ошеломленным населением, со страной, истекающей кровью, обескровленной. Эта война — безумие и с точки зрения интересов самой России. И ему сегодня на это абсолютно все равно. Но я попытался на секунду поставить себя на место русского. Эта война абсурдна, она нерациональна, она не имеет смысла. А когда что-то не имеет смысла и обходится так дорого в деньгах, но прежде всего в человеческих жизнях, это называется безумием. Таким образом, существует серьезное преступное измерение. Существует идеологическое измерение, называемое фашизмом. Все черты и характеристики исторического фашизма воплощены в Путине. А еще есть измерение безумия, есть другие вещи. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Как когда-то Сталин, Хрущев, Брежнев, так и сейчас Путин не жалеет огромных денег на подкуп мировых политиков топ-уровня, журналистов, лидеров общественного мнения, депутатов, министров, кого угодно. И когда мы видим в руководстве путинскими, газпромовскими структурами бывшего федерального канцлера Шрёдера или бывшего премьера Франции Фийона, ну о чем дальше говорить? Во Франции Путин спонсирует правые партии. Это всем известно. Почему этих людей не судят во Франции за измену родине? Такие дела могли бы быть? Могут. Знаете, такие уже были. Есть евродепутаты, которые сидели в тюрьме и которых судят за коррупцию. Не из-за Путина, а из-за Катара, например. Так что это тоже может произойти. И уже проводились расследования, во всяком случае, во Франции. Вы говорили о Шредере. Есть 2 издания, есть книга интеллектуала, который также является французским политиком по имени Рафаэль Глюксман. Есть книга журналистки Избель Марион Ван Рейндерьем. В ней рассказывается о путинских сетях влияния в Европе, о том, как они, вероятно, подкупили бизнес-сообщество, и о том, как был построен Северный поток. Так что по этому поводу ведутся очень тщательные расследования. Вообще, и я хорошо знаю свою страну, когда журналистские расследования становятся серьезным делом. Редко, когда после них не возбуждаются дела в суде. Так что посмотрим. Я не знаю, у меня нет никакой информации, но когда проводятся расследования такого качества, как 2, о которых я только что упомянул, о манипулировании Путиным через определенные российские деловые и политические круги, очень редко суды не проявляют интереса. С высоты вашего опыта, с высоты ваших знаний о мировых закономерностях, о мировых лидерах, что вы думаете о Путине и считаете ли его русским фашистом? Он фашист, фашист вообще. И русский фашист, в частности. Конечно, фашист. Все черты фашизма, все это. Я изучал этот вопрос, я изучал его как философ и как историк. Все это можно найти во Владимире Путине. Есть великорусское начало, есть сталинское начало, но прежде всего есть фашистское начало, то есть фашистское или нацистское. Смесь того, что иногда напоминает Муссолини, а иногда Гитлера.
Концепция жизненного пространства, отношения с меньшинствами, антисемитизм, который чрезвычайно распространен, расизм, который присутствует на улицах Москвы. Как вы знаете, все это составляет коктейль, который называется фашизмом. И сегодня это Путин. Фашизм сегодня это Путин. И я это вижу. Он появляется и в других местах. То тут, то там. Но место, где он действительно олицетворяется с наибольшим превосходством, это Россия. И что? Идеологи Путина, такие как Александр Дугин, взяли на себя эту фашистскую линию. Дугин предполагает гитлеровское измерение. Дугин допускает безудержный антисемитизм. Вот и все, другими словами. Есть два неотложных дела. Во-первых, выиграть войну, чтобы заставить нас надеяться, что однажды Россия капитулирует. Но также денацифицировать Россию. Ее нужно денацифицировать. Вы знаете, все понятно о Путине, но российский народ и Россия несут ответственность за варварство, которое мы видим. Вы верите в то, что Россия должна пройти покаяние, что российский народ должен покаяться за то, что он натворил в Украине, как каялся когда-то немецкий народ за преступления немецкого фашизма? Конечно. Это сделал немецкий народ. Это сделал французский народ. Французский народ попросил прощения за наш собственный фашизм, который назывался петенизмом, связанный с маршалом Петеном. У нас он был национальный. Французский народ попросил прощения. Это заняло 40, почти 50 лет. За маршала Петена, да? Да. Маршал Петен был французской версией фашизма. На это ушло несколько десятилетий, 50 лет. И это долгий срок, не так ли? Президент Французской республики Жак Ширак попросил прощения за Францию. Германия была первой, кто попросил прощения. Поэтому, когда Россия покончит с Путиным, когда она покончит с наследием Путина, ей придется просить прощения. России в целом и российскому народу. Конечно, люди получают тех лидеров, которых они заслуживают. Так что иногда это активное сотрудничество, иногда пассивное, иногда просто страх и трусость. Это правда, согласитесь? В России, конечно, есть люди, которые просто трусы, у которых нет мужества. Что ж, однажды им придется просить своих детей простить их за то, что они были такими трусами. Так было в Европе после фашизма. В моем поколении. Поколение женщин и мужчин, которым в 1968 году было 20 лет. Революционные события были очень важной частью мая 68-го. Женщины и мужчины моего поколения должны были попросить прощения за преступления своих отцов. Это был один из элементов мая 68-го для моего отца. Мой отец был на правой стороне. Но тогда и наши отцы в целом это делали. Конечно, России придется просить прощения. И не просто просить. Она должна заслужить прощение. Она должна спросить у своей совести. Она должна спросить себя, почему она позволила всему этому случиться. Она должна спросить себя, почему она не восстала, почему она подчинилась. Вот что это такое. Это очень глубокий, очень болезненный самоанализ. Но когда народы, когда люди коллективно сбиваются с пути, сбиваются с него, они должны проделать эту трудную работу скорби, воспоминаний, печали и раскаяния. Конечно, должны. Мсье Леви, и вы верите, что эта варварская, рабская, агрессивная страна способна покаяться?
Нет, эти люди, нет. Но в 1945 году я бы сказал вам, что немецкий народ тоже не способен выполнить эту работу. Но история есть история. Она преподносит сюрпризы, если есть лидеры и если есть мужественные люди. Германия спустя 10 лет, 20 лет она проснулась. Процесс шел медленно. Это ужасная работа. Это мучительная работа. Это как лунатик, который просыпается. Лунатик, который однажды просыпается. Но вы не просто просыпаетесь. И в этом разница с лунатизмом. Это медленное, болезненное пробуждение. Возможно, когда-нибудь это сделает и Россия. Будем надеяться на это. Будем надеяться. Но это уже другой разговор. Сегодня идет вторая страшная война. Это война, которую ведет Иран и иранские прокси, то есть Хамас против Израиля. Верно? Верно. Это та же самая схема. Жители Газы в некотором смысле находятся в той же ситуации, что и русские. Они, очевидно, поддерживают Хамас. Когда Хамас освобождает израильских заложников, толпа семей аплодирует, оскорбляет заложников или гробы заложников. Они тоже будут просить прощения. Они должны попросить прощения. Смогут ли они это сделать? Я надеюсь, что да. Если не они, то их дети. А если не их дети, то их внуки. А если это не так, то это будет ад. А я никогда не делаю ставки на ад. 11 лет уже длится война между Россией и Украиной. 3 года длится большая война. И вот появился человек, от которого сегодня реально зависит, что будет дальше. Фамилия этого человека Трамп. Что вы о нем думаете? То, что я думаю о нем, не очень важно. Но я скажу вам, что я думаю о том, что он говорит и что он делает. То, как он говорил о президенте Зеленском, это невыносимо. Невыносимо. Говорить о диктаторе, говорить о неизбранном президенте, которого поддерживают 4% его народа, в то время как президент Зеленский – лучший избранный западный лидер за последние десятилетия. Он был избран, по-моему, 73% голосов. Я не могу вспомнить другого примера. Был один случай. Это был президент Ширак против Ле Пен. Ширак против фашиста. Так что, да, он получил результат, но в других случаях такого не было. Так что Зеленский необычайно успешно прошедший выборы и необычайно популярный президент. Я вижу, как он встречается с солдатами, как идет в окопы. Он всенародно избранный политик. Если сегодня в Украине нет выборов, то это потому, что Конституция запрещает их проводить в военное время. И потому, что это невозможно. Потому что нельзя проводить выборы во время военного положения. Потому что нельзя проводить выборы, когда страна оккупирована на 20%. Потому что нельзя проводить выборы, когда избирательные участки находятся в опасности. Когда люди боятся идти и голосовать. Потому что русские собираются бомбить избирательные участки. То, что сказал Трамп, во-первых, это невыносимо оскорбительно. Не говоря уже о политическом анализе. А почему он так делает? Это потому, что он дезинформирован. Я надеюсь, что это потому, что он дезинформирован. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что это потому, что он опьянен российской пропагандой. Я надеюсь, потому что он слишком много слушает от сердца. Карлсон, Такер Карлсон, этот фальшивый журналист Fox News, я надеюсь, что все из-за этого. Когда он говорит, например, что Украина ответственна за полномасштабное вторжение в 2024 году, я не знаю. Либо он глуп,
либо дезинформирован. Я не думаю, что он глуп. Вы не можете стать президентом Соединенных Штатов. Если вы дурак, это невозможно. Так что он определенно плохо информирован. И еще есть одна вещь. Сегодня существует течение, называемое постправдой. В философии появилось новое направление под названием постправда. Есть люди, которые считают, что истина больше не важна. У каждого своя правда. Так, знаете ли, думали философы в свое время, во времена древних греков, в V веке до нашей эры. Также думали и софисты. Софисты были противниками Сократа и Платона. Были Платон и Сократ, которые верили в истину. Были софисты, которые говорили, что истины не существует. У Гордона своя правда, у Бернара своя. Нет никакого возможного третейского суда. Так вот, Трамп думает так же. Трамп считает, что правда не имеет значения. Truth does not matter. Вот и все. Это как когда он проводил инаугурацию своего первого срока. Были фотографии, показывающие толпу. 4 года назад на инаугурации Обамы было в 2 раза больше людей, чем на его. А он говорит: «У меня на инаугурации было больше людей, чем у Обамы». Это глупо. Это неправда. Это неправда. Но это не важно, потому что правды больше нет. Так что к такому образу мышления нам придется привыкнуть. Мы друзья истины, но некоторые люди больше не являются друзьями истины. Вы с Трампом встречались? Я познакомился с ним в 1978 году, очень давно. В 1978 году он был далеко не президентом и даже не подозревал, что станет им. И, честно говоря, если бы кто-нибудь сказал мне в то время, что этот самый обычный человек может однажды стать президентом Соединенных Штатов, я бы лопнул от смеха. Это казалось невозможным. И что невероятно, и что казалось мне еще более невозможным, так это то, что в то время он был воплощением духа Нью-Йорка, не Нью-Йорка, а одного из районов Нью-Йорка, Квинса. Он был жителем Нью-Йорка. И мысль о том, что этот человек смог избраться как представитель глубинных штатов Америки, Висконсина, Южной Дакоты и Мичигана, просто невероятно. Как ему удалось так много лгать, что он заставил людей поверить в то, что он будет голосом глубинных штатов против нью-йоркской элиты? Это мистер Трамп. И в самом деле, в тот раз я встретил его и даже представить себе не мог, что он станет президентом. Я не знаю ничего больше. Потом, вокруг Трампа, у вас есть люди высокой квалификации. Марк Рубио — человек высокого качества. Марк Рубио знает, что такое Россия. Я знаю Майкла Уолса. Я знаю их обоих. Я знаю Марка Рубио. Я знаю Майкла Уолса. Он знает, кто такой Путин. Он знает, почему он представляет опасность. Опасность для всего мира. Для демократии, для западных ценностей. Он знает, что защита Украины — это вопрос национальных интересов Америки. Вот. Так что повлияет ли это знание на... Увидим. Пока что это не очень хорошо. Это ясно. Уже после избрания Трампа президентом в Париже состоялась историческая, я считаю, встреча Трамп, Макрон, Зеленский. Благодаря чему и кому стала возможной эта встреча? Это стало возможным благодаря Нотр-Дам, Парижской Богоматери. Вот и все. Благодаря Господу Милосердному. Святой Дух сделал эту встречу возможной. Святой Дух. Однако было много препятствий. Было много препятствий в Вашингтоне и Париже. И вот Святой Дух делает это возможным.
Вы принимали участие в организации этой встречи? Я принял участие. Я внес свой вклад, связавшись с человеком, которого считаю своим личным другом, послом Украины в Париже Вадимом Амельченко. Мы много говорили и делали все, что могли. Мы с ним сделали все возможное, чтобы преодолеть препятствия. Вот и все. Но настоящая проблема не в том, кто это организовал. Настоящая проблема в том, что, к сожалению, это не было историческим событием. Я надеялся, что эта встреча станет исторической, что произойдет что-то, что зажжет искру между тремя мужчинами, что это братство. Я надеялся на это. Я надеялся, что Трамп скажет себе в глубине души: эти два молодых человека — будущее Европы, будущее Запада. Они — благо для Америки. Этого не произошло. Я думаю, что Трамп остался начеку и что его недоверие к вашему президенту не исчезло. Это не было историческим моментом, к сожалению. Я думал, что под сенью Нотр-Дама мы хотим сказать: «Я не шучу». Это был очень торжественный, очень важный момент. Нотр-Дам — это сердце Франции, бьющееся сердце Франции. Нормандский формат не удался. Я подумал, что есть формат Нотр-Дама, который может, возможно, удаться, но Трамп, я думаю, уже принял решение. Я спросил вас о том, что вы думаете о Путине, о Трампе, и не могу не спросить, что вы думаете о Зеленском. Что я думаю о президенте, вы знаете, я написал об этом статью, которая была опубликована во Франции 26 февраля 2022 года. 26 февраля. За 2 дня до этого произошло полномасштабное вторжение. На следующий день это было показано на видео на заседании Европейского совета. У него была эта историческая фраза. Он сказал: «Это, возможно, последний раз, когда вы меня видите живым». Несколько часов до этого он ответил Джо Байдену, который предложил ему эвакуацию. Он сказал: «Президент, я не просил такси, я просил оружие, и я написал об этом». Так что в воскресенье, 3 дня после 27-го, я написал: «Вот Черчилль нашего времени. Этот человек, который идет по улицам своей столицы, подвергшийся бомбардировке, осажденной и атакуемой самолетами, который идет без головного убора, окруженный своими соратниками Андреем Ермаком и другими. Этот человек, прошу прощения, но он напоминал мне Черчилля, идущего по улицам Лондона без головного убора, чтобы противостоять немецким самолетам, которые бомбили Лондон. Так вот, я думаю так. Это эскиз. Это модель сопротивления, политической храбрости и героизма. Героизм? Европа. Мы утратили дух и вкус. И почти память, кстати. Почти память. Мы уже не знали, что такое героизм. И вот нашелся человек, европейский президент по имени Владимир Зеленский, который напомнил Европе, что такое героизм. И при этом он напомнил Европе о самой святой части ее ценностей. Потому что в основе ценностей лежит множество вещей. Просвещение — все это. Но есть и дух рыцарства, рыцарство Средневековья. Рыцари также являются частью наследия Европы.
храбрость, блеск. Зеленский воплощает это, и он воплощает лучшее из европейской памяти. Вы сказали, что Андрею Ермаку нужно дать орден. За что? Я написал это. Вы знаете генерала де Голля. Когда Франция была освобождена, он создал кампанию, гражданскую кампанию, не военную кампанию, гражданскую кампанию, которая называлась «Compagnons de la Libération» — «Герои, освободившие Францию». Их было немного, несколько человек, несколько сотен, я думаю. Он сказал: «Это и есть мои товарищи. Это соратники Франции, это соратники освобождения». Я думаю, что когда Украина будет освобождена, я представляю, я не думаю, я никто, чтобы так думать, но я представляю, что обязательно будет что-то подобное. Сподвижники освобождения Украины. И в этом случае я недавно написал статью, в которой сказал, что первым из этих соратников должен быть Андрей Ермак. Он был там с самого первого дня, на улицах Киева. Рядом со своим рыцарем в сияющих доспехах, тоже с обнаженной головой, рискуя погибнуть от рук убийц ФСБ, от рук кадыровских убийц. И вот он здесь, днем и ночью, лицом к лицу с судьбой. Знаете, в этой комфортной Европе, в этой материалистической Европе, которую мы знаем сегодня, эти добродетели велики. Это способность противостоять бурям, противостоять мировому злу, воплощать ценности, которые кто-то пытается раздавить под бомбами, как город Мариуполь, или как город Буча, или как город Бахмут. Люди, которые отстаивают эти ценности, это редкость. Это восхитительно и достойно. И это достойно соратников освобождения. В России когда-то были такие известные писатели Герцен и Чернышевский, которые написали книги под названием «Кто виноват и что делать?». Это вообще извечные русские вопросы «Кто виноват и что делать?», на которые Россия до сих пор не дала ответа. Тем не менее, перефразируя это, кто виноват, нам понятно. Виновата фашистская Россия в нападении на Украину. А вот что делать? Этот вопрос по-прежнему будоражит, тревожит умы. Что сегодня, на ваш взгляд, вот в этой сложившейся новой реальности должна сделать Европа, Франция, давайте скажем, Европа и США для того, чтобы не просто поддержать Украину, а для того, чтобы все это закончилось с убедительным для Украины результатом? Результат для Украины и для Европы. Эти две вещи взаимосвязаны. Что нужно сделать? Так это в первую очередь показать, что преступление не остается безнаказанным. Поэтому должен быть мир, но хороший мир с освобождением всех оккупированных территорий. Вот и все. Пока Путин будет удерживать хотя бы кусок украинской территории... Все территории. Конечно. В противном случае все страны мира, все диктаторы мира будут иметь открытый бар. Они скажут: но если Путину удалось удержать Крым, или если ему удалось удержать регион Северодонецка, то мы возьмем Тайвань, мы изменим границы любой страны Европы. Трамп скажет, что возьмет Канаду. Он уже говорил об этом, но не осмелился это сделать. Так что если мы хотим жить в нормальном, мирном международном порядке, Путин должен быть полностью побежден. Мне так кажется. Никто больше не осмеливается так говорить. Но такова реальность. Если Путин сохранит хоть какую-то территорию, это будет торжество закона джунглей. Есть еще китайцы. В день, когда наступит мир с признанием власти России над куском украинской территории, китайцы вторгнутся на Тайвань. Почему?
А кто сможет им помешать? И И американцы не остановят их больше тем, чем они остановили бы русских здесь. Вот что необходимо сделать. Что после этого делать украинцам? Они уже делают все, что могут. Украинцы сражаются, они борются своей кровью, кровью своих детей и кровью своих семей. Я не знаю, что еще могут сделать украинцы. Жертва, которую вы принесли в этой стране, это настоящее самопожертвование. Редко, когда я видел 3 года войны. Я видел военные позиции в Часов-Яре, в Купянске. Они сохранили ту же доблесть, тот же оптимизм и ту же уверенность в победе. Это редкость. Редкость. Я видел генералов. Вчера я видел генерала Богомолова, которого я знаю по Бахмуту. Я видел его в Купянске. Как вы знаете, он был тяжело ранен. Сразу после того, как я его видел. И вчера я видел его снова. Он идет на поправку. Что говорит генерал Богомолов? Каков его жизненный план? О чем он мечтает? У него есть одна мечта, и она заключается в том, чтобы вернуться в бой, как только он поправится. Как только его реабилитация будет завершена, он вернется к исполнению своих обязанностей генерала. То есть я говорю это для того, чтобы сказать, что я не собираюсь повторять вам, что Украина делает все возможное. Что должна делать Европа? Это вопрос другого дня. А что должна делать Америка? Америка должна выполнить то, что она обещала. Это то, что было подписано на 2024 год. Обещания на 2025 год должны быть выполнены. То, что было подписано, то, что было оговорено, должно быть выполнено. Тем временем, в ближайшие месяцы, Америка сделает минимум, я надеюсь, минимум, который будет заключаться в том, чтобы сдержать свое слово, не обесчестить свою подпись. А Европа должна приготовиться. Европа должна подготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность. Иными словами, предоставить то, что Америка уже не сможет предоставить. Вопреки тому, что говорит Трамп, за последние 3 года Европа поставила столько же или больше оружия, зачастую лучшего качества, чем Соединенные Штаты Америки. Уже сегодня те немногие самолеты, которые у вас есть, те немногие вертолеты, которые мы видим в ваших фильмах «Героям слава», поступают из Европы. Это не из Соединенных Штатов, например. Это страны Балтии, Польша, Франция. Пушки «Цезарь» — это из Европы, которые поступают в довольно больших количествах, хотя пока что наша военная промышленность не готова. Если Америка сдержит свое слово в отношении того, что она уже подписала, это даст нам время. Мы в Западной Европе, в условиях военной экономики, должны быть способны сделать что-то новое, взять на себя ответственность. В этом я вижу наш долг. И президент Трамп, и его соратники говорят о том, что надо достичь справедливого мира, когда и Украина, и Россия пойдут на уступки. Каким вы видите на сегодняшний день справедливый мир? Вот какие его контуры? Мир означает возвращение всех территорий и гарантии безопасности. Может показаться странным говорить это сегодня, но это было верно год назад, 2 года назад. Это верно и сегодня. Я не изменил своего мнения. Если нет гарантий безопасности, то через 2-3 года все повторится. Если это будет не Путин, то кто-то из его преемников. Вот и все. Поэтому нам нужны гарантии безопасности и надежные гарантии безопасности. А когда их не так много, есть одна, если она выживет, и это НАТО. Если НАТО переживет нынешний кризис, то НАТО — это серьезная гарантия. Если же НАТО не выживет, что вполне возможно, придется выступить с другой инициативой. С Францией, с Великобританией, с Польшей, со странами Балтии. Возможно, нам нужна коалиция, еще один пакт, специальная коалиция стран.
готовых принять вызов и готовых считать, что Украина, безопасность Украины является для них существенным вопросом, и это будет альтернативной гарантией. Вы говорите о возврате территории Украиной. А Путин скажет, а я не верну территории, они у меня в Конституции записаны. И что с ним делать? Что вас волнует? Ваша Конституция или чья? Кого волнует Конституция Путина? Честно говоря, Конституция тоталитарной страны не имеет никакого значения. Если она террористическая для своих противников и террористическая для соседей, меня не волнует Конституция Путина. Меня интересует Конституция, которая появилась в результате демократического и народного восстания. Американская Конституция, да, она важна, потому что является результатом американской революции. Французская Конституция важна, потому что она является результатом борьбы за права человека. Но что с ним делать, с Путиным? Как на него воздействовать, чтобы он отдал территории? Франция готова бомбить Россию, например? Необходимо, мы не убедим Путина, это ясно, но мы можем победить его. Украинская армия не просто существует. Вы знаете, что такое сила армии? За свою жизнь я видел и освещал много войн. Сила армий — это, конечно, техника, оружие. Однако оружие есть везде. Но прежде всего, это моральный дух, качество людей. И здесь нет никакого сравнения. Украинцы знают, за что они воюют. Русские не знают, за что они воюют. Вот и все. И в этом огромная разница. Древние историки, греческие историки, с большой буквы «Г», великий афинский государственный деятель по имени Перикл, который произнес великую речь в Афинах и в то время против Спарты. Он сказал, что настоящим источником победы является моральный дух города. Моральный дух и боевой дух. Моральный дух и боевой дух. Я знаю, что у русских не очень высокий боевой дух. Я знаю, что они жалкая армия. И знаю это потому, что у меня была возможность побеседовать с русскими пленными. Год назад я был в районе Клещеевки, где вместе со мной были мои товарищи-журналисты. Мы были в составе украинского подразделения, которое взяло 3 пленных. Я снимал этих 3 пленных, и снимал их честно, то есть в соответствии со всеми конвенциями, международными конвенциями, касающимися военнопленных. В комнате не было ни одного украинца. Я был с ними один, с переводчиком, оператором и моим сорежиссером. И я взял интервью у всех 3. Они показаны в моем фильме «Героям слава». Результат был ужасен. Это было непонятно что. Они даже не были солдатами, у них не было никакой подготовки. Их продавали как товар. Они рассказали об этом на камеру. Деграданты. Да, но их продавали как рабов. Например, одно подразделение продало их другому, которое продало их частной военной компании. Это была противоположность патриотической армии. Вот и все. Тогда я спросил их 3. Знаете ли вы, почему вы там оказались? Разве вы не знаете? Знаете ли вы, где вы были, когда вас взяли в плен? Они не знали. Это не имеет значения. Поэтому такая война, такие солдаты должны проигрывать. Это нормальный результат. Просто оружие по-прежнему имеет значение. Поэтому нужно больше самолетов, больше пушек, больше ракетных установок. Право, в котором вам так долго отказывала администрация Байдена. Право нанести удар по российской территории. Потому что нет смысла защищаться, если вы не можете ударить по оружию, которое посылает в вас заряд, снаряд и так далее. И так во всем. В тот день, когда Запад это поймет, Украина, конечно, сможет победить. Я в этом уверен.
Действительно уверен. Я один из западников. Знаете, я не эксперт по системам и не бывший дипломат. Я был там, я знаю это. Я видел моральный дух украинцев, их волю к победе, их мудрость. Потому что они не жестоки. Никогда или сейчас это большая редкость. По крайней мере, я не встречал таких. Они еще и мудрые люди. Это одна из особенностей вашей армии. Иногда это 20-летние парни. Но в основном это мужчины 40-50 лет. Зрелые мужчины. Мужчины, которых уже сформировала жизнь. Мудрые мужчины. Это и есть украинская армия. И это армия граждан, армия патриотов. И она всегда побеждает. Мы видим соглашение Соединенных Штатов Америки с Украиной по редкоземельным металлам и вообще по недрам Украины. Это хорошо, я считаю, это очень хорошо, когда крупный американский бизнес зайдет в Украину. Это и есть один из элементов гарантии безопасности Украины. Готов ли крупный европейский бизнес, в частности французский бизнес, зайти в Украину по программе редкоземельных металлов или по любым другим программам, связанным с недрами Украины? Слушайте, я бы хотел, чтобы Европа предложила альтернативу, серьезное предложение по этому вопросу. Бизнес – это неплохо. Я не против бизнеса, понимаете? Правда в том, что редкие материалы должны быть использованы. И правда, что, возможно, во Франции или в США есть компании, которые могут помочь украинцам в рамках соглашения, выгодного для обеих сторон. Это нормально. Но то, что ненормально, так это превращать это в инструмент шантажа. И именно это пытался сделать президент Трамп. Поэтому я бы хотел, чтобы коалиция европейских стран предложила справедливое соглашение. То есть соглашение, выгодное для Украины и для Европы. Но то, которое не будет включать политические пункты, унизительные и позорные для Украины. Учитывая, что вы много говорите с президентом Макроном об Украине, о войне России с Украиной, вы как бы курируете украинский трек. Скажите, пожалуйста, какие гарантии могла бы дать Франция и европейские страны Украине? На что пойдет Франция, чтобы помочь Украине? Возможно ли, что войска Франции в содружестве с войсками других европейских стран по ядерной своей программе будут тоже сдерживать армию России? Я думаю, что Франция и Великобритания могли бы гарантировать безопасность Украины. Да, я так думаю. Я думаю, что они достаточно сильны. Особенно потому, что у них есть главное оружие. Они достаточно сильны, чтобы разубедить Путина, конечно. И я за то, чтобы это сделать. Точно так же, как я выступаю за прямую военную поддержку Украины. Вы все об этом знаете. Я уже говорил вам, что в Украине на карту поставлена судьба Европы. В результате граница Европы проходит в Украине. Она находится на востоке Украины. В результате все наши военные силы должны находиться там. На самом деле, если мы настроены серьезно, все наши вооруженные силы должны быть там. Иногда я слышу от военных экспертов, которые говорят: «Ах, да, но подождите, мы дадим Украине оружие, мы дадим все, и у нас ничего не останется». Но проблема не в этом. Граница есть, агрессия есть. Так что оружию не место в Париже. Вы понимаете, что если мы позволим Путину оккупировать Украину, то возникнет угроза Парижу или Лондону. Поэтому мы должны остановить Путина в Украине. Вот тут-то и пригодится оружие. Поэтому европейские страны, у которых есть оружие, должны как один переместить большую часть своего оружия к своим настоящим границам, которые находятся в Покровске, которые находятся в Сумах, которые находятся в Херсоне и так далее. Здесь место французскому и английскому оружию.
Я хорошо помню, что президент Макрон был первым, кто заговорил о том, что войска Франции могут войти в Украину для помощи Украине. Он был первым. Как вы считаете, готовы ли сегодня войска Франции и Великобритании войти в Украину в достаточном количестве, в достаточном для того, чтобы если Россия снова будет вторгаться, они будут давать отпор России наравне с украинской армией, полноценный отпор? Прежде всего, есть кое-что очень странное. Год назад во Франции проходили великие дебаты. Должны ли мы послать наземные войска, чтобы надавить на Путина? Я согласен. Сегодня во Франции обсуждается вопрос о том, стоит ли посылать сухопутные войска, чтобы гарантировать прекращение огня. То есть то прекращение огня, о котором говорили Путин и Трамп. Это настоящий скандал. И, похоже, никто этого не понимает. Мы ведем ту же самую дискуссию, что и год назад, но год назад она была направлена на помощь Украине. А сегодня, год спустя, та же самая дискуссия на самом деле направлена на унижение Украины. Я не сторонник ввода войск на территорию страны для соблюдения режима прекращения огня, который был бы навязан Трампом и Путиным. Это плохой вариант. Это было бы плохое прекращение огня, мир, который был бы заключен без украинцев, без Зеленского, только Трампом и Путиным. Зачем Франции идти и следить за этим миром? Нет. С другой стороны, реальное предложение Макрона, которое заключается в том, чтобы отправить наземные войска для усиления Украины в ее борьбе с Путиным. Да, это разумное и справедливое предложение, отвечающее интересам Франции. Вы снимали фильмы об иностранных бойцах, которые воюют в Украине. И вы не просто активно поддерживаете Украину в борьбе с Россией, но вы сняли в Украине документальные фильмы о полномасштабном вторжении. «Почему Украина» называется один из них, «Слава Украине», «Героям слава» и «С Украиной в сердце». Что это за фильмы? Эти фильмы это не фильмы журналистов. Это фильмы писателей, убежденных интеллектуалов. Вот и все. Я философ, я писатель. Но я рассуждаю не только об играх. Я рассуждаю об идеях. Я также рассуждаю о вещах. А в Украине я хотел поехать и посмотреть на вещи. Я хотел поехать и увидеть людей. Я хотел поехать и увидеть лица. Я хотел собрать свидетельства. Вот почему я снял эти 3 фильма. Я снял эти 3 фильма для украинцев, с украинцами, с украинской командой. Большую часть продюсерской работы, например, выполняла команда под руководством человека, который стал моим другом. Его зовут Серж Осипенко. Он украинец. Вместе с ним работает парень Богдан. Это отличный боец, который стал прекрасным другом и который, наряду с Сергеем, работал здесь. Он стал своего рода продюсером. Вот и все, я это сделал. Я снял эти 3 фильма с моими ранее упомянутыми французскими товарищами, но и с украинцами, такими как Марк, и при моей личной заинтересованности. Потому что, знаете ли, мы не можем быть последовательными. Мы не можем говорить, что я за то, чтобы моя страна отправляла сюда войска. Мы должны быть последовательными. Я достаточно стар, чтобы быть солдатом. Меня бы не взяли. Но я могу снимать фильмы. А как вы знаете, камера может быть столь же эффективна, как и пистолет. Вы всегда в центре событий. Это жажда адреналина или ощущение миссии? Нет, во-первых, не всегда. В моей жизни бывают периоды, когда я тихо сижу с семьей, дома, пишу и занимаюсь философией. Это очень важно для меня. Но я думаю, мне не нравится слово «миссия». Есть обязанность, долг. Да, когда ты интеллектуал,
Ты обязан делать то, что ты говоришь, действовать в соответствии с тем, что ты думаешь. Когда я живу в Украине, когда я приезжаю сюда, когда я еду в Херсон, когда я еду в Бахмут, во время битвы за Бахмут, когда я еду в Торецк, который еще удерживали украинцы, я просто привожу свою жизнь в соответствие со своими идеями. Мы с вами сейчас расстанемся, и вы снова поедете на фронт. Вам не страшно? Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я немного суеверен, так что я не буду на него отвечать. Но в целом я не боюсь. В жизни я почти ничего не боюсь. Вы знаете, я всегда исхожу из того, что нужно быть благодарным, нужно уметь благодарить. Я хочу сказать спасибо вам не только за это очень интересное интервью, за то, что вы сердцем с Украиной, за то, что вы бросили свой размеренный образ жизни и помогаете нам, и находитесь здесь в самое трудное время и в самых таких плохих местах. Я хочу в вашем лице поблагодарить народ Франции за помощь и поддержку всестороннюю Украине. Хочу поблагодарить президента Макрона, который очень много сделал, делает и, уверен, еще сделает для Украины. Я уже говорил о том, что о вас говорят, что вы шепчете на ухо президентам. Вы как-то сказали, что вы не шепчете, вы говорите. Я напоследок хочу спросить вас, что бы вы сегодня сказали президентам стран, цивилизованных европейских стран, президенту США, для того, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине справедливым миром? Установите свой моральный компас. Вернитесь на путь истинный. Научитесь различать агрессоров и пострадавших. Научитесь различать черное и белое. Вот что я им скажу. Бывают лидеры, которые, кажется, потеряли это чувство. И вы знаете, в еврейской традиции есть большой текст в Торе, который рассказывает о жителях Ниневии, древнего города Ниневии, который был городом греха. Город греха в высшей степени. И Тора говорит, что самый большой грех в Ниневии, в городе Ниневия, это не уметь отличать правое от левого, и именно это имеется в виду в тексте. По мнению комментаторов, это означает, что они перестали различать добро и зло. Вот и все. Большая часть мира превратилась в Ниневию. Есть великие столицы, есть великая демократия, которая находится в процессе превращения в Ниневию, другими словами, в страну, где мы больше не различаем добро и зло, не различаем плохого и хорошего. И если мы не в состоянии увидеть разницу, разница между народом рабов в России и народом граждан в Украине, если мы не в состоянии увидеть разницу между людьми, которых я интервьюировал в фильме, и украинскими рабочими. У меня были примеры. Я много рассказывал вам о солдатах. В одном из наших фильмов, в фильме «Слава Украине», есть очень важная для меня сцена в угольной шахте Павлоград. Шахте, которая сейчас закрыта, потому что ее слишком сильно бомбили. Угольной шахте. И мы спустились в шахту вместе с шахтерами. Эти шахтеры, которых бомбили, продолжают работать, продолжают поддерживать украинскую военную машину своими руками и своим углем, по-своему. Они были солдатами, по-своему. Они были бойцами сопротивления. Поэтому я бы сказал Трампу, вот, вы можете увидеть разницу между ними, между рабочими в Павлограде или где-нибудь еще, и русскими рабами. Если вы не можете понять, в чем разница, вы проиграли. Вы морально проиграли. Демократия, ваша демократия, становится банкротом, и однажды вы можете стать таким же, как римский император.
был последний римский император, самый последний, перед самым разрушением Рима. Это был странный император, своего рода дитя-король, который проводил свою жизнь с курами, пока варвары из Вены не захватили его и не посадили в тюрьму. И с его курами, что он делал? Он кричал «Ку-ку-ку-ку». Вот таков был последний император Рима, и он был свидетелем конца Великого Римского пути. Я надеюсь, что Америка не оказалась в такой ситуации, и что президент Трамп не является аналогом последнего императора Рима. Ну и совсем напоследок, большой писатель, большой философ, вообще творец, он всегда пророк. Когда закончится, на ваш взгляд, эта страшная война, и чем она закончится? Я не знаю, потому что обычно я писал и говорил, что когда Украина начала контрнаступление в сентябре-октябре 2022 года, это было великое контрнаступление, которое позволило освободить Купянск и все эти города в регионе. Херсона. И Херсон. И, конечно, русские даже не сражались, потому что Херсон был возвращен Украиной без настоящих боев. Русские ушли по порядку в пустыню. Тогда я подумал, если Запад этого хочет, если Запад продолжит усилия по поддержке войны, победа будет в пределах досягаемости. Это было очевидно. Русская армия отступала повсюду. На юге находился Херсон. Николаев, который бомбили до лета, был освобожден. Я гулял с друзьями в Николаеве в октябре 2022 года. Свободно гулял под солнцем, понимаете? И вся область, весь район Лимана. И мы там были. Мы снимали на следующий день после освобождения Лимана. Таким образом, возник своего рода ветер победы, который является заслугой украинской армии и народа. Все, что им нужно, это одна вещь для армии и украинского народа. Им нужно немного топлива. Немного топлива. Этим топливом должна быть поддержка Запада. И тогда поддержка иссякла. Как будто Запад боялся украинской победы. И это главное. Когда историки будущего посмотрят на это дело, то зададутся вопросом, почему? Чего так боялся Запад? Почему Запад до сих пор давал Украине достаточно оружия, чтобы не рухнуть, но недостаточно, чтобы победить? Почему он дал достаточно оружия, чтобы Путин не смог добраться до Киева? Этого нельзя допустить. Но почему недостаточно, чтобы заставить Путина отступить к границам в 2014 году? Это будет великой загадкой следующих нескольких лет. Или до границ 1991 года. Сильви Гран, мерси. Спасибо, Гордон, спасибо. Thank you.